Какой факт, который ты знаешь, заставит спросить, откуда, блин, ты это знаешь? Привет, ребят, мне нужна от вас помощь, уделите мне буквально 1 минуту. Если ты занимаешься переводами или хотел бы заняться, и любишь Upvote, Reddit и все, что с этим связано, тогда напиши мне в Telegram, вот по этому нику. Мне нужно несколько переводчиков. Этот ник я продублирую и в описании. И спасибо, что откликнулись на мою просьбу в прошлом ролике. Ну что, давайте здесь с каждого по комменту длиннее 4 слов. Вы правда очень помогаете моему каналу, спасибо вам, ребят. Всем приятного просмотра, а я начинаю. Если вы планируете использовать бейсбольную биту в качестве оружия, наденьте длинный носок наконец. Когда кто-то пытается схватить биту, вы можете легко вырвать ее и продолжить свои дела. Что вы всегда должны использовать 2 руки, чтобы поднять отрубленную человеческую голову. Человеческие головы весят примерно столько же, сколько шар для боулинга стандартного размера, но в отличие от шаров для боулинга они не идеально сферические, следовательно гравитация неравномерно распределена по всей голове, поэтому они имеют тенденцию выпадать из вашей руки, если вы попытаетесь удержать их только одной рукой, и никто не хочет быть человеком, который роняет отрубленную голову. Алкоголики разлагаются быстрее, когда умирают. Источник был уборщиком на месте преступления. Добавлено. Итак, я опубликовал это вчера вечером, когда засыпал, так что вот некоторые разъяснения. Когда люди умирают, они разлагаются. Но люди, которые являются алкоголиками, разлагаются быстрее, чем обычные мертвецы. Почему? Я понятия не имею. Я так давно не занимался этой работой, что не помню достаточно историй и фактов, чтобы это было интересно вам. Лучший способ смыть кровь, не оставляя запаха, это соль. Просто положите соль и скраб. Соль помогает сгустку крови разбираться на кусочки, что также облегчает чистку. Добавлено, многие из вас спрашивали о том, чтобы смыть ее с одежды, так что пищевая сода. Смешайте 1 часть пищевой соды с 2 частями холодной воды в миске и промокните пятно тканью. Оставьте на 30-40 минут, затем вытрите все оставшиеся остатки. Лимон, чтобы осветлить засохшую кровь. Просто натрите пятно половиной лимона и посыпьте сверху поваренной солью. Если вы хотите сжечь здание, положите картофельные чипсы в тостер с дорожкой, ведущей от тостера к другим легко воспламеняющимся вещам. Картофельные чипсы не оставляют следов, и тостер выбросит все обратно после того, как чипсы загорятся. Так что нет никакого способа найти, откуда пошел пожар. Тарантулы на вкус как креветки. Однажды я рассказал об этом случайному незнакомцу, потому что они подняли вопрос о том, как им не нравятся креветки. Они сразу же начали расспрашивать меня, откуда я это знаю. Нет, я никогда не ел тарантула. Я прочитал комментарий на Reddit об этом, но там не говорилось, почему именно. Теперь я знаю почему. Потому что они оба членистоногие. Пифагор, который придумал теорему Пифагора, управлял культом, и другая группа пришла, чтобы убить его, заперев его в собственном доме и подожгла его. Но Пифагор приказал своим последователям сделать человеческую лестницу, чтобы спастись от огня, но затем бросил их, и все они погибли. Он был убит позже той же ночью, преследуемой группой на Бобовом поле. Когда немецкая армия захватила сына Сталина, Гитлер сказал, что если Советы освободят немецкого генерала, то Гитлер вернет Сталину его сына. Сталин ответил: «Зачем мне менять генерала на лейтенанта?» Да, Сталин был настолько серьезен, что не отпустил бы ни одного военнопленного только для того, чтобы вернуть собственного сына. Если вы много летаете и хотите быть мудаком и никогда не платить за выпивку или еду в воздухе, используйте кредитную карту, которая деактивирована и отклоняется. Wi-Fi в воздухе не улавливает его, пока он не будет обработан через несколько дней. Буквально вы можете делать это каждый раз. Источник: раньше я встречался со стюардессой. Кости могут быть одними из самых эффективных и страшных осколков, уступая только жидкой меди. Кости расщепляются, когда вы кладете их в бомбы, и могут нанести ужасные повреждения мягким тканям. Жидкая медь, с другой стороны, которую не так уж трудно получить при взрыве, может пробить почти любую броню, как будто брони и не было. Я узнал это от своего друга, который служил пехотинцем в Ираке. Никогда не хороните мертвое тело в области без какой-либо растительности. Высокое содержание азота в наших телах помогает растению расти, и на вершине места захоронения будет странное травянистое пятно, и любой сможет его заметить. Если потрясти связкой ключей перед мотыльком, он сделает сальто назад, это защитный механизм. Да, это адаптированный под эхолокацию у летучих мышей механизм. Мотыльки таким образом притворяются мертвыми. Последним погибшим на плотине Гувера был сын первого погибшего при его строительстве. Фидель Кастро так любил молочку, что он финансировал исследования, целью которых было вывести такую породу коров, которая выживет в кубинском климате и будет давать молоко. Он много раз терпел неудачу, но однажды такую корову все-таки вывели. Она давала просто невероятное количество молока и могла жить в кубинской жаре. В национальных газетах постоянно мелькали сводки о ее здоровье, а Кастро так ее любил, что после ее смерти воздвиг в ее честь огромный мраморный памятник. Лошади могут фапать, ударяя своим 70-сантиметровым дружком по своему животу.
животу. В середине века свиньи частенько заходили в жилища крестьян и сжирали их детей прямо в колыбели. 16 свиней съедят 90-килограммовое тело за 8 минут, то есть за минуту одна свинья может сожрать примерно 1 килограмм. Отсюда и выражение «жадный как свинья». Поэтому остерегайтесь владельцев свинарников. Странно, но теперь мне кажется, что моя любовь к бекону, которая длится уже 35 лет, оправдана. Месть не должна быть мгновенной. Микробрюки – это брюки, изготовленные из кожи мертвеца. Исландские колдуны считают, что такие брюки принесут владельцу неограниченный поток денег. У слонов их дружок не только цепкий, но и достаточно сильный, чтобы отбросить взрослого человека. Солдаты Юлия Цезаря напевали марш о том, как же Цезарю нравится анал. Возможно, я тут не в кассу, но 450 грамм сахара могут испортить 450 килограммов цемента, он просто не затвердеет. Ежики срут, когда быстро бегают, поэтому Соник обосрался бы до смерти, если бы так бегал. Защитный механизм морского огурца заключается в том, что он выбрасывает токсичные внутренние органы из своего ануса, хищник их съедает и погибает. А еще они размножаются так: самка выстреливает яйцеклетку, а самец стреляет в нее спермой. Племя Этора из Папуа-Новая Гвинея верят, что в древности боги подарили ограниченное количество спермы их племени, и с того момента их ценная сперма передается от мужчин к мальчикам уже многие поколения. Смертельная доза для человека – это 140 бананов. Их вставлять надо или как? Возможно, будет передоз минералов. Теоретически можно получить смертельную дозу радиации от бананов, только потребуется съесть их 1040. Доктор Джекил и мистер Хайд – известный роман, по которому поставлен спектакль. Актер так великолепно перевоплощался из одной роли в другую, что зрители обратились в полицию, утверждая, что он настоящий Джек-потрошитель. Считается, что он был профессиональным врачом. Зрители были уверены, что обычный человек не способен так перевоплощаться. А как актера звали? Ричард Мэнсфилд. Голуби всегда воркуют в такте 5 четвертых и 17 восьмых. Если хотите заколоть кого-нибудь, заколите апельсин. Он по консистенции аналогичен человеческой плоти. Люди, которым недавно продиагностировали диабет, советуют тренироваться делать инъекции инсулина на апельсинах. Я знаю, что мои родители так и учились, когда я еще был младенцем. Максимальная высота, с которой падал человек без парашюта и не разбился, примерно 10 километров. Ежики-самцы получают удовольствие от фапанья, поэтому берите их в руки осторожно, у них на лапках может быть сперма. Это особенно важно для владельцев ежиков, как я. Рыжим требуется больше наркоза, чтобы оставаться без сознания. А еще у нас часто бывает анемия и проблемы со свертываемостью крови. Добавлено, я сама рыжая и вся моя семья рыжая. У меня анемия, а мама может истечь кровью от небольшой царапины. А еще нам проще набить синяки. Я даже могу проснуться с новым синяком. И анестезии нам требуется больше. Я это на себе проверила, когда мне удаляли зубы мудрости. Не могу объяснить это точно с научной точки зрения, но вроде это связано с изначальной мутацией, приводящей к рыжему цвету волос. Думаю, тому, кто разбирается во всяких научных штуках, объяснить будет проще. Кто-то в другом посте Reddit написал: крысы постоянно оставляют след мочи, волоча свои хвосты, который можно отследить ультрафиолетовой лампой. Подтверждаю, у моих друзей есть домашние крысы, у них на лапках постоянно моча. Конечно, это не прям поток, а капельки, но все равно мерзко. Выдры во сне держатся за лапки, чтобы не уплыть в разные стороны во сне. А еще они до смерти насилуют детенышей тюленей, а потом продолжают еще 2 часа, пока тельце не остынет. Гавайские тюлени собираются в банды, состоящие из молодых самцов, и насилуют и зачастую убивают самок или более молодых самцов, которые отбиваются от стаи. Их поведение усугубляется еще тем, что процентное соотношение самцов к самкам растет. И нам нужно это остановить, ведь это вымирающий вид. А раз это вымирающий вид, то нарушителей насильников убивать запрещено. Поэтому этих самых насильников чаще всего держат в зоопарках. Поэтому, если вы увидите гавайского тюленя в неволе, знайте, что это серийный насильник и убийца. Я смотрел видео о том, почему выдры самые отбитые животные на планете. Там рассказывалось, как выдра подружилась с собачкой, они пошли играть на озеро, а выдра утопила собаку и изнасиловала ее труп. Если тыкнуть иголкой в десну между 7 и 8 зубом, вы заденете нерв, который идет у носа и за глаз. Если задеть этот нерв, боль будет такой сильной, что ни одно обезболивающее не справится. Вас нужно будет ввести в искусственную кому или сделать вам местную анестезию. Проверять я это, конечно же, не буду, и вам тоже не нужно это делать. После оргазма человек перестает икать.
Если вы захотите полностью заменить примерно 438 грамм муки в стандартном бисквите на отмершие чешуйки кожи, вам потребуется собирать их около 1,5 месяцев. В год у нас отмирает около 4 килограмм кожи. 438 грамм это около 10%, следовательно за 5 недель вы их наберете. В коже много белка, поэтому такая мука будет ближе к соевой, и ей можно заменить обычную муку в рецепте бисквита. Значит, на то, чтобы испечь торт из кожи, потребуется 5-6 недель. Так, пожалуй, на сегодня достаточно интернета. Спасибо, что досмотрели ролик до самого конца. Не забывай писать любой коммент длиннее 4 слов, ставить лайк и подписываться на канал. Ну и про колокольчик, конечно же, не забудь. И поставь там все уведомления. А также предлагаю посмотреть вот эти два ролика. Спасибо за поддержку и до скорых встреч.